Всем привет, друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я расскажу, что нужно срочно сейчас посеять. А именно в конце августа, в начале сентября. Нужно посеять сидират, если вы хотите в следующем году получать большой урожай. Тем более речь пойдет о картофеле. Вот только вы его убрали, либо же можете через некоторое время, но сидираты нужно высаживать. И дальше в видео я вам расскажу, зачем это нужно. Вот как раз у меня вот такая бутылка, я вам покажу, как я сделал. Это специальная сеялка, самая элементарная и достаточно эффективная, при помощи которой я и буду сейчас рассеивать семена горчицы. Самым главным моментом, до какого времени можно высаживать горчицу осенью, как сидират, чтобы успеть ее потом скосить, либо же перекопать, об этом тоже я подробно потом расскажу, нужно это все сделать за месяц до наступления заморозков. Так как семена, в принципе, прорастают при температуре +1, +2 градуса, но потом они не успеют нормально вызреть. Поэтому сентябрь самое то, чтобы до октября вы уже заготовили свои грядки. Так что после просмотра этого видео обязательно приступайте к посеву сидиратов. Что дают сидираты, такие как горчица? Это крестоцветные. Они подходят в основном для картофеля, чтобы дать питательные вещества на следующий год картофелю. Я высаживаю сидираты и осенью, и потом еще раз весной. Скажу, для чего это нужно. Это нужно для того, чтобы избавиться от вредителей. В первую очередь мы избавляемся от такого вредителя картофеля, как проволочник, в Украине его называют дротянка, потому что горчица забивает своими корнями и заплетает очень сильно почву, в которой не вводится потом дротянка, она просто не может там выжить. Также борется весной, если будете высаживать, против слизней. И еще один немаловажный факт, что если у вас есть какой-то бурьян, вот у меня тут немножко он пророс, то посеяв сидират горчицу, весь сорняк полностью у вас будет забит корневой системой горчицы. Она просто не оставит шансов для дальнейшего роста сорняков. И это факт. Можете это делать как весной, за месяц до посадки картофеля либо других огородных культур, кроме крестоцветных, так как горчица крестоцветная, нельзя после горчицы высаживать капусту и редис, но и также другие крестоцветные культуры. И кроме того, что она борется как с вредителями, так и с сорняками, горчица еще отлично удобряет нашу почву, лучше различных удобрений покупных, минеральных либо органических. В чем заключается сама суть? Корневая система, она хоть и тоненькая, но она очень пышная и глубоко проникает в почву своими тоненькими корешками. В некоторых случаях до 2 метров, представьте себе. И вот она питается питательными веществами из всей этой площади земли. И все они поднимаются в стебель, который мы потом осенью, либо же весной, если вы будете высаживать, скашиваем и перекапываем, тем самым поднимая из глубины земли питательные вещества и погружаем их в верхние слоя земли, в которых у нас, собственно, и растут огородные культуры. Также, посеяв ее осенью, мы надолго удержим влагу в нашем слое почвы верхнем. Потому как я буду выращивать ее до определенного периода, скашивать, и она будет у меня оставаться до весны сверху почвы. Соответственно, грунт не сильно промерзнет, а это очень важный плюс, чтобы не погибала микрофлора, которая может вымерзнуть, если зима будет не снежная, если будет голая земля и будут сильные морозы. Скошенная горчица поможет этому предотвратить. А весной я ее перекапываю, и она начинает перегнивать и обогащать почву питательными веществами. И второй вам вариант, если вы хотите делать под перекопку, то тогда выращиваете горчицу сантиметров 10-15, не очень высокую, так ее очень легко будет перекопать, и на осень перекапываете. Эффект будет такой точно. Только защиты почвы не будет. Учтите, выбирайте либо же перекапывать, либо ее вырастить повыше, где-то сантиметров до 50-40 и скосить. Теперь я вам все про горчицу рассказал, и теперь покажу, как правильно это делается. Во-первых, покажу саму сеялку. Это пол-литровая бутылка, которую я наполнил уже семенами. Здесь при помощи паяльника можно накалить гвоздь, проделал отверстия. Отверстия должны быть диаметром приблизительно как 4-5 вот этих зернышек, чтобы они легко могли выпадать. Если делать диаметр очень тоненький, размером с одно зернышко горчицы, то тогда она высыпаться не будет. И в каждой нижней части, вот 5 отверстий я сделал. Если у вас большой участок, можете брать бутылку побольше. Мне пол-литровой достаточно будет, так как она не очень тяжелая и легко ей работать. Что касается подготовки самой грядки, ее просто нужно будет немножко граблями прорыхлить. Не нужно копать, так как практически посев идет поверхностный, очень быстро прорастает горчица. Сеется все следующим образом. Сейчас вам продемонстрирую. Мы даже просто вот переклоняя, ее хорошенько видно, просто как сеялкой мы начинаем
рассыпать эти зернышки. Вот такими движениями, чтобы они попадали. И вот таким образом все это дело высеивается. Не знаю, как видно на камеру, либо нет, но мне четко видно, как располагаются зернышки, что они не густо, они рассыпаются отлично по всей грядке. Так как сейчас осень, земля очень сильно просохла. Ну, по крайней мере, это в наших краях. Я проживаю в Харьковской области, дождей у нас давно уже не было. Поэтому сейчас нужно будет семена заделать в почву. Они должны погрузиться не больше, чем на 1-2 сантиметра. Для этого я беру обычные грабли и просто заскораживаю. Как видите, земля очень сухая, очень сильно пылит. Если даже какие-то семечки останутся на поверхности, ничего страшного, они тоже хорошо прорастают. Но только нужно обеспечить хорошую влажную почву, а соответственно нужно осуществить хороший полив. Как раз мы будем топтаться, земля приплюснется и с помощью воды она тоже уплескивается. Пролить нужно будет сейчас хорошо, так как влага уходит очень быстро, потому что, как я и говорил, очень засушливо. Если у вас сейчас идут дожди, все хорошо, то тогда можете особо и не поливать. Но почва всегда должна быть влажная. Не пропускаем никаких моментов. Сейчас делаем один полив, это вода уходит в глубину. И также я возьму вторую леечку и еще раз залью. Также этот полив нужно будет продолжать в течение того времени, пока она не достигнет хотя бы 5 сантиметров. Семена всходят очень быстро, на 3-4 день уже появятся всходы, через 15 дней уже будут крупные ростки, которые в принципе можно будет уже перекапывать. Но как я и сказал, я держу их около месяца, они вырастают большими, скашиваю и раскладываю своеобразную мульчу, а навесные питательные вещества по всему огороду, а именно в данном случае по месту, где у меня вырастал картофель. Друзья, если информация с данного видео была для вас полезна, обязательно поставьте лайк. Не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Так как совсем скоро, когда уже взойдет горчица, я покажу, как именно я это делаю, как я произвожу скос и распределяю по участку. Так что не пропустите это видео, а для этого вам нужно подписаться и нажать на колокольчик обязательно, чтобы не пропускать выход новых видео. А также у меня на канале есть еще куча плейлистов с интересными подборками. Заходите и посмотрите. Я же вам желаю удачного дня. До встречи в новых видео. Пока!